Александр Власов – миллиардер, привыкший к роскоши и беспрекословному вниманию. У него была собственная яхта, винодельня в Италии, сеть отелей по всему миру. Но все это померкло перед неизвестной болезнью, внезапно поразившей его. Он начал стремительно терять силы. Легкая отдышка превратилась в одышку мучительную, боли усиливались, а сознание становилось все более мутным. Лучшие врачи страны собрались в частной клинике, чтобы спасти влиятельного пациента. Профессора, хирурги, терапевты, даже международные специалисты из Швейцарии и Японии. Все они стояли у его кровати, листали исследования, проводили бесконечные анализы, но диагноз так и не был поставлен. Аппаратура не показывала ничего смертельного, а организм Александра стремительно сдавал. Огромные суммы были потрачены на обследования. Один за другим доктора выходили из палаты, качая головами. Каждый из них был уверен, что сделал все возможное. Александр лежал, смотря в потолок, понимая, что миллиарды ничего не стоят, если тело предает. Однажды утром, когда смена уже закончилась, и в палате на мгновение наступила тишина, вошла женщина в синей форме, уборщица. Ее никто не замечал раньше, она была той, кто появлялся и исчезал без звука. Она подошла к кровати, увидела глаза мужчины, полные страха и усталости, и, не говоря ни слова, поправила подушку, провела рукой по его лбу, вытерла капли пота, что давно никто не замечал. Она не была медиком, но за годы работы в больнице она видела многое. Что-то в его дыхании, в его взгляде, в дрожи рук подсказало ей, что все дело не в органах, а в среде. Она вышла и пошла к вентиляционной системе, где случайно заметила, фильтры в палате давно не менялись. Плесень, копоть и аллергены незаметно душили Александра день за днем. С ее подачи система вентиляции была полностью очищена. Она настояла на этом, несмотря на удивление врачей. Уже через сутки дыхание Александра стало легче, температура спала, сознание прояснилось. Через неделю он смог встать. Врачи до конца не могли поверить, что все оказалось так просто, не лекарства, не дорогостоящие процедуры, а внимание и забота обычной женщины спасли жизнь миллиардеру. Ее никто не вознаградил премией, о ней не писали статьи. Но Александр запомнил ее. Навсегда. И когда он вышел из клиники, первым его решением стало открыть фонд помощи медицинскому персоналу низшего звена. Потому что иногда именно они, незаметные, делают невозможное. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.